Всем привет! Меня зовут Мария, и вы на моем вязальном канале. Добро пожаловать! И как вы уже догадались, это видео новый мастер-класс на вот такой летний джемпер-футболку. Вяжется такое изделие сверху вниз. Укороченными рядами формируется горловина и скосы по спинке. Потом из плечевых швов вяжутся полочки, и от подрезов футболка вяжется уже по кругу. Рукава вывязываются из проймы. Тут идет чередование несложных узоров как в теле, так и в рукавах. Пряжа. Я использовала бобинную пряжу, 60% лен и 40% шелк. Метраж 340 метров на 100 грамм. Это такой петельный шнурочек. Ушло пряжи на такое изделие у меня 247 грамм. Тут подойдут пряжи с вискозой, льном или шелком. Желательно, чтобы пряжа плохо держала резинку. Спицы. Я брала спицы для двух узоров. Это резинка 1 на 1 и вот эта вот лицевая гладь с ажурными дорожками. Спицы номер 3. И для резинки 2 на 2 спицы 2,5. Плотность я буду говорить для всех узоров, так как она отличается. В резинке 1 на 1 моя плотность 23 петли и 34 ряда. В узоре с лицевой гладью и вот этими вот дырочками, ажурными такими дорожками, плотность 25 петель и 31 ряд. А в резинке 2 на 2 плотность 28 петель и 37 рядов. Все это в квадрате 10 на 10 сантиметров. Размеры. Футболка получилась с небольшой свободой облегания. Мой обхват груди 88 сантиметров. Вот такой технический рисунок. Значит, ширина футболки в районе груди 50 сантиметров. Ширина футболки в районе талии 45 сантиметров. Это за счет того, что здесь резинка 2 на 2 и спицы поменьше. От горловины переда, от центра горловины переда и до низа вместе с резинкой 36 сантиметров. Разница высоты горловины переда и спинки 9 сантиметров. Ширина горловины 15 сантиметров, ширина плеча 7, высота проймы 21 сантиметр, длина рукава от плеча 23 сантиметра, тело от подреза 25 сантиметров и резинки. По низу резинка 11 сантиметров, по рукаву 5,5 сантиметров и по горловине 4. Вот такие вот размеры. Далее будут фото и видео примерки джемпера или футболки. И начнем вязать. И для начала мы рассмотрим схему спинки. Значит, всего нужно набрать 97 петель. Мы будем делать набор с помощью крючка. Я распределила эти 97 петель на горловину и на плечи. На горловину 57 петель и на каждое плечо по 20 петель. Если считать, так как мы будем вязать резинкой 1 на 1 вверх, то приблизительно это в сантиметрах всего 34,5 сантиметров от одной крайней точки плеча до другой.
горловина чуть больше 20 сантиметров и плечо чуть больше 7 сантиметров. Вот этими синими цифрами и розовыми я обозначила укороченные ряды. В скосе плеча у нас будет, получается, всего 4 отрезка по 5 петель и 3 точки разворота. Почему 3 отрезка 4? Потому что последний отрезок мы довязываем ряд до конца и уже тут вяжем как бы обычный ряд, не разворачиваясь. А с каждой стороны горловины спинки справа и слева у нас по 6 точек разворота. Тут нужно захватить одну петлю, еще одну, потом 2, 3 и 4. Поэтому какое-то расстояние мы будем здесь довязывать ряд до конца, так как по плечу у нас меньше точек разворота, чем по горловине. Начинаем мы ряд, начинаем вязать с лицевого ряда, провязываем петли плеча, переснимая все маркеры, которые у нас отвечают за скос, и довязываем до горловины спинки, захватывая здесь одну петлю. Мы разворачиваемся, вяжем петли 5 петель плеча, разворачиваемся, вяжем до горловины спинки, захватываем еще одну петлю, разворачиваемся и вяжем до следующей точки по плечу, еще одну пятерку захватываем, и таким вот образом мы перемещаемся. Далее отвязываем все точки горловины по спинке здесь. Тут уже ряд до конца мы довязываем. После этого мы вяжем все петли плеча и горловины спинки, переснимая все вот эти маркеры. И первую точку разворота с этой стороны делаем по плечу, захватывая первую пятерку, и разворачиваемся и захватываем уже здесь по спинке одну петлю, далее по плечу, еще одну петлю по горловине, и таким вот образом делаем углубление горловины по спинке и скосы плеч. И начинаем вязать. Берем спицы номер 3 и берем крючок. Мы будем делать такую как косичку с помощью крючка, но будем сразу одевать ее на спицу. Берем нитку, делаем такую петельку и берем спицу и вот так вот таким образом ставим, чтобы сделать первую петлю. Придерживаем кончик, захватываем ниточку и делаем первую петлю. Затягиваем. Далее ниточку вот так обвиваем ниточкой спицу и делаем еще одну петлю крючком. Затягиваем все хвостики и опять обвиваем спицу и делаем петлю. И таким вот образом набираем 96 петель. Почему 96? Потому что вот эта вот, которая на крючке, у нас будет последняя, 97-я. Поэтому вот таких вот петелек нужно набрать 96. Обвиваем спицу и делаем петлю. Такой вот набор, чтобы сразу уже на спицах у нас были петли. А снизу у нас получается вот такая вот косичка. Так, набрали 96 петель таким набором, и последнюю петлю с крючка одеваем на спицу. Это будет 97-я петля. И теперь нужно расставить маркеры по нашей схеме. А именно 20 петель отделяем, ставим маркер,
Отделяем еще 57 петель, ставим маркер. Это у нас будут плечи отделены от горловины. И также еще раз ставим маркеры укороченных рядов. Маркеры для плеч я выбрала белого цвета. И я буду их вешать не на спицу, а на само полотно. Отсчитываем 20 петель. И вот таким вот образом я зацепляю маркер. То есть не на леску, а на вязание. Этот маркер будет отделять плечо от горловины. Ставили маркеры все по нашей схеме. Вот синие маркеры. Это по плечу 3 с интервалом в 5 петель. Далее розовые маркеры. Это горловина. То есть отделяем маркером одну петлю, потом еще одну, далее 2, 3 и 4 от вот этого места, где у нас стык плеча и горловины. Вот получается плечо. И вот мы отделили маркерами все наши петли. И приступаем к вязанию. Сразу же начинаем вязать узором резинки 1 на 1. Это у нас лицевой ряд. Первую петлю мы снимаем как кромочную и начинаем с первой лицевой. Я буду подхватывать нитку вот таким вот способом, чтобы была ровнее резинка. Это называется восточный способ. Первая лицевая и вторая изнаночная, вернее это уже третья после кромочной. И вяжем резинку 1 на 1, переснимая 3 вот эти синих маркера и довязываем до горловины спинки. Провязали петли плеча, пересняли маркеры и дошли до нашего белого маркера. Здесь у нас идет уже горловина спинки. Мы захватываем одну петлю. По рисунку это у нас получается изнаночная петля. И снимаем маркер, делаем первую точку разворота. Вы разворачиваетесь, как вы обычно привыкли, я разворачиваюсь обвитием. И нужно смотреть, какая это будет у нас петля. То есть, если сейчас изнаночная, то следующая у нас лицевая. И я ее обвиваю как лицевую. То есть, нитка за петлей и переносится на вперед. И вот так вот обвиваю. И вяжу в сторону плеча. Здесь уже у нас петли стоят по рисунку, так их и провязываем. И дошли до маркера по плечу. Тоже снимаем его и обвиваем петлю. У нас это тоже лицевая петля. И вяжем в сторону горловины спинки. Дошли до обвитой петли. Вот так вот ее захватываем, одеваем на спицу и провязываем вместе с лицевой. И опять у нас маркер. Мы его снимаем и обвиваем следующую петлю. Следующая у нас должна быть изнаночная, поэтому я обвиваю ее следующим образом. Вот так вот нитка перед петлей, петлю снимаю, обвиваю и обратно одеваю на спицу. И вяжем в сторону плеча. У нас тут опять обвитая петля.
лицевая. Подхватываем нитку, надеваем на спицу и провязываем вместе с лицевой. Дошли до маркера, снимаем его и разворачиваемся. У нас изнаночная петля. Дошли до обвитой петли, это у нас изнаночная петля. Вот с этой стороны, получается, с задней стороны подхватываем эту нитку, надеваем ее на спицу и провязываем вместе с изнаночной. И опять маркер, снимаем и разворачиваемся. Здесь у нас должна быть лицевая петля. Подхватываем ее как лицевую и разворачиваемся. Опять дошли до обвитой петли. Это у нас изнаночная. Подхватываем эту нитку, которая обвивала петлю, одеваем ее на спицу, провязываем вместе с изнаночной. Вот уже формируется у нас углубление горловины и скос плеча. Довязываем до маркера. Последний маркер по плечу и разворот. Далее вяжем самостоятельно. Я думаю, тут все понятно укороченными рядами. Тут у нас еще получается 3 маркера по горловине. Мы просто будем уже довязывать ряд до конца. И потом, когда последний укороченный ряд, последний вот этот маркер мы снимем, довяжем ряд до конца. После этого вяжем лицевой ряд, подхватывая все вот эти розовые маркеры и разворачиваясь первый раз вот у нас по плечу. Первый вот этот маркер будет синий задействован. И далее точно так же укороченными рядами формируем горловину и плечо. Не забывая вязать узором резинка 1 на 1. То есть здесь, где у нас еще просто наборный ряд, не забываем чередовать лицевую и изнаночную. Так, готовы все укороченные ряды у нас по спинке. Вот как выглядят скосы небольшие и углубление горловины по спинке. Маркеры, которые отделяли горловину от плеч, можно оставить. Они могут потом нам пригодиться, когда будем набирать полочки. И получается, по горловине спинки у нас отвязан только один ряд. И еще нужно провязать таким узором резинки 1 на 1 еще 11 рядов. То есть от горловины спинки должно быть у нас 12 рядов. И дальше провяжем 3 ряда платочной вязки. И после этого опять продолжим резинкой 1 на 1 еще 24 ряда. И дальше уже будем менять узор. Отвязали от горловины спинки 12 рядов, а если считать от плечевого скоса, то тут 18 рядов. И провяжем 3 ряда платочной вязкой, а именно 3 ряда лицевыми петлями. То есть вяжем просто ряд лицевыми петлями, 1, потом изнаночный снова лицевыми и потом опять лицевой
лицевыми петлями. Получится такой, как разделение двух участков узора. Вяжем 20, вяжем, получается, 13 ряд от горловины, все петли лицевыми. И 14 ряд от горловины спинки вяжем снова лицевыми петлями. Четырнадцатый ряд вяжем лицевые, 15 вяжем лицевые, дальше переходим опять на резинку 1 на 1 и вяжем еще 24 ряда резинки 1 на 1. Итак, провязали еще резинку 1 на 1 24 ряда от вот этого разделения, и вышли мы на изнаночный ряд. Далее нужно будет вязать секцию другого узора, но прежде чем мы начнем его вязать, сделаем опять разделение, провяжем опять платочной вязкой, только уже не 3 ряда, а 5 рядов. И будем вязать не лицевые петли, а все петли изнаночные. Начинаем мы с изнаночного ряда. Получится у нас 2 таких вот дорожки, 2 таких полосочки изнаночных по лицу. И начинаем вязать все петли изнаночные. Кромочные, если кто не знает, в начале я всегда снимаю, в конце в лицевом ряду провязываю лицевой петлей кромочную, в изнаночном ряду провязываю изнаночной петлей. И вяжем все петли изнаночные. Это будет первый ряд из 5. И все 5 рядов нужно будет провязать изнаночными. И в лицевом, и в изнаночном ряду. Вяжем изнаночными петлями. Пять рядов. Итак, отвязали 5 рядов. Все петли изнаночные. В сантиметрах приблизительно горловина, от горловины спинки приблизительно 12 сантиметров, а по плечу, по пройме, вернее, здесь приблизительно 14 сантиметров. И дальше мы приступаем к другому узору, ажурному, если можно так сказать. В основном это будет лицевая гладь и вот такие вот ажурные дорожки в виде дырочек, которые занимают 2 ряда. И начинаем мы с лицевой глади. Вяжем 4 ряда просто лицевой гладью. Спицы те же, номер 3. Вяжем 4 ряда и начнем делать прибавки для закругления проймы. И параллельно будем вязать этот узор. Значит, нужно будет отвязать, получается, 8 рядов. То есть мы отвязываем 4 ряда просто лицевой гладью, начинаем делать прибавки для проймы. Еще потом 4 ряда вяжем лицевой гладью и делаем вот такие вот дырочки. И дальше с интервалом в 14 рядов мы будем повторять эти дырочки. Всего таких ажурных дорожек должно быть 4. И этот участок ажурный у нас займет 70 рядов. То есть мы его уже будем довязывать, как начнем объединять спинку и вперед. Поэтому на этом этапе вяжем просто 4 ряда лицевой гладью и начнем делать прибавки для закругления проймы. Отвязали 4 ряда лицевой глади, всего получается от горловины 48 рядов. И начинаем делать прибавки для закругления проймы. Кромочную снимаем, одну лицевую провязываем и делаем прибавку. Можно делать из протяжки, можно делать накид. Смотрите, как вам удобнее. Я буду делать из протяжки. Вот так вот закидываю ее на спицу
провязываю лицевой скрещенной. Это справа. Вяжем ряд до конца, не довязывая 2 петли. И слева делаем прибавку, тоже из протяжки. Поддеваем ее на спицу вот таким образом и провязываем лицевой скрещенной. Вот так. И довязываем ряд до конца. Первая прибавка у нас получается в 5-м ряду вот этой лицевой глади. Всего нужно сделать по 12 прибавок с каждой стороны в каждом втором ряду. То есть этот участок с прибавками у нас будет 24 ряда. Вяжем так с прибавками. Еще получается еще 3 ряда и начнем вывязывать наши дырочки. Отвязали 8 рядов лицевой глади. На данный момент у нас уже по 2 прибавки вывязано. Теперь делаем в 9-м ряду третью прибавку. И в этом же ряду будем делать ажурную дорожку. Значит, кромочную снимаем, лицевую провязываем, делаем прибавку, такую, как уже делали, с помощью протяжки, одеваем на спицу и провязываем лицевую скрещенную. И теперь провяжем 2 вместе, 2 лицевые вместе с наклоном влево. И теперь делаем двойной накид. 1 раз и еще раз накручиваем. И дальше нужно провязать 3 петли вместе. Таким образом, чтобы центральная была сверху. Поэтому переставляем петли. Получается, вторую переносим наперед и провязываем сразу 3 петли вместе. Вот таким образом. Здесь двойной накид и 3 вместе. Дальше мы повторяем, пока не останется у нас 4 петли от края. Еще раз двойной накид и 3 петли вместе. Таким образом, чтобы центральная была у нас сверху. Мы переставляем петли, меняем местами, получается, первую и вторую. И теперь 3 петли лицевые захватываем и провязываем вместе. И так до конца, не довязывая 4 петли. И осталось 4 петли на спице. Сделаем еще раз двойной накид. Теперь 2 петли провязываем вместе с наклоном вправо. Не забываем сделать прибавку из протяжки. Одеваем на спицу и провязываем лицевую скрещенную петлю. И оставшиеся петли довязываем. Здесь, если у вас другое количество петель, то нужно так рассчитать, чтобы эти накиды у нас были все по центру. Я имею в виду, что крайние петли должны быть одинаковые в количестве. Получается, раппорт здесь 3 петли и так, чтобы по краям у нас было по 2 вместе. Поэтому, если, например, у вас другое количество, можно провязать несколько лицевых, например, больше или меньше, но чтобы основной вот этот раппорт 3 петли оставался. Получается, по краям у нас всегда должны быть кромочные, их нужно считать. Также вот эти вот в начале и в конце по 2 вместе,
а между ними получается 2 накида и 3 вместе. Поэтому в каждом, думаю, в каждом у нас участке нужно будет по-разному рассчитывать, сколько по краям оставлять петель. Вот, это у нас получается один ряд лицевой этой ажурной дорожки. А в изнаночном ряду нужно провязать эти накиды изнаночными петлями. Вяжем изнаночный ряд, кромочную снимаем, вяжем наши крайние петли изнаночными, дошли до наших накидов. Один накид провязываем просто изнаночной петлей, второй мы делаем скрещенную изнаночную петлю. Вот таким вот образом вставляем спицу и провязываем изнаночную скрещенную. Дальше у нас просто изнаночная петля, опять накид. Один мы провязываем простой изнаночной петлей, второй мы скрещиваем петлю. Вот так. И так провязываем наши двойные накиды. Давайте еще раз. Изнаночная. Первый накид провязываем просто изнаночной петлей, второй мы перекрещиваем. Вот так. Это получается у нас 9-10 ряд вот этого лицевого участка. И до следующей ажурной дорожки нужно провязать еще 14 рядов, не забывая делать прибавки. Прибавки делаем. Первая у нас была в 5 ряду, и еще 11 прибавок в каждом втором ряду, чтобы всего было по 12 прибавок с каждой стороны. Готова спинка до подрезов. Я закрыла петли временно бросовой ниткой. Можно просто петли оставить на нитке или на леске. Вот как выглядит вторая ажурная дорожка. И здесь получается 5 петель. Я отступила от края и начала вывязывать вот эти вот дырочки. С одной стороны и с другой. В сантиметрах получилось от горловины получилось 19,5 сантиметров, а получается пройма у нас 21 сантиметр. Высота проймы. Это по спинке. Еще если померить отдельно вот этот узор с резинкой и с платочной вязкой, то это 11 сантиметров, а узор с ажурными дорожками 8,5 сантиметров. И чтобы не запутаться, сколько рядов каждого узора вязать, я нарисовала вот такую схему. Еще раз пройдемся. Значит, после того, как мы вывязали углубление и скосы, и эти ряды тоже учитывались, всего получается по вот этого узора 1 на 1 резинки, тут 18 рядов. От плеча, а от горловины 12 рядов. Далее мы переходим на вот эти вот горизонтальные дорожки, то есть это 3 ряда, все петли лицевые. То есть 3 ряда мы вяжем все лицевые петли. Далее второй вот этот блок, это 24 ряда, резинки 1 на 1. Отвязываем его и переходим опять на горизонтальные полоски. Тут еще 5 рядов, все изнаночные петли. То есть мы вяжем каждый ряд изнаночными петлями. Всего 5. И после этого переходим уже на наш ажурный узор, который состоит из лицевой глади и вот таких вот ажурных дорожек. Я их обозначила такими вот черточками.
И 8 рядов мы вяжем до первой ажурной дорожки, 2 ряда этой ажурной дорожки, каждая она состоит, мы вяжем ряд с накидами и потом изнаночный ряд, эти накиды подхватываем. Ажурная дорожка состоит, получается, из 2 рядов. 8 рядов до ажурной дорожки, 2 ряда ажурной дорожки, дальше 14 рядов лицевой глади и опять 2 ряда ажурной дорожки. И уже после этого у нас тут остается немножко, буквально 2 ряда, получается, после второй ажурной дорожки, и у нас закончена спинка до подрезов. Здесь у нас прибавки. Прибавки мы начинаем раньше, то есть через 4 ряда в 5-м ряду у нас первая прибавка после вот этих изнаночных петель, которые мы вязали 5 рядов. Или если отсчитывать от горловины спинки, это получается первая прибавка в 49 ряду от горловины, если все ряды считать. Первая прибавка в 5-м ряду и еще 11 прибавок в каждом втором ряду. Всего получается по 12 прибавок с каждой стороны. Ну, в принципе, тут все. Получается, в итоге у нас 121 петля по спинке. Было 97 и плюс 24. Получается 121 петля. Это такая спинка у нас до подрезов. Спинка у нас готова. Мы обрезаем нитку и приступаем к полочкам. Полочки будем набирать из вот этих вот косичек, которые мы формировали с помощью крючка. Берем спицы, и тут мы будем вязать не укороченные ряды, а такие как частичные ряды. Нам нужно определить последние вот эти 5 петель, из них мы будем начинать. То есть всего тут должно быть у нас 20 косичек, и точно таким же способом мы разделим на 4 участка этот скос, чтобы захватывать по 5 петель. Вот наши маркеры. Вот это у нас получается последняя петля плеча. Отсчитываем от нее 1, 2, 3, 4, 5. Так, это у нас лицо. Все правильно. Вот из этой 5-й косички вытягиваем первую петлю. Можно спицей, можно крючком, кому как удобно. Я попробую спицей, если у меня не получится, я возьму крючок. Вот таким вот образом вытягиваем петлю. И всего нужно таких 5 из каждой косички. 2, 3, 4 и 5. Вот таким вот образом. Это первый ряд получается. И разворачиваемся. Теперь будем захватывать каждый раз по 5 петель, только уже по изнанке. Здесь важно не сбиться. Мы вяжем также резинкой 1 на 1. Здесь можно посмотреть, какие у нас должны быть петли. Вот, например, вот эта петля у нас должна быть изнаночная, потому что дорожки как бы перевернутые. Значит, первая должна быть изнаночная, но она у нас кромочная. Мы ее снимаем как кромочную. И вторая будет лицевая. И дальше уже вяжем по рисунку резинки 1 на 1. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Тут петли растягиваются, нужно подтянуть хорошо нитку. Так. И дальше мы добираем еще 5 петель, только уже получается снаружи вот таким образом, потому что это у нас мы перевернули на изнаночную сторону, поэтому
мы подхватываем нитку отсюда. Вот так. Здесь может понадобиться крючок, потому что это нелегко. 1, 2. Так, из каждой косички всего 5 нужно набрать. 3. И 5. Есть, набрали. И вяжем в другую сторону. Разворачиваемся. Лицевой ряд. Первую петлю снимаем как кромочную. И смотрим, какие у нас тут петли. Здесь можно отталкиваться уже от этих, которые мы провязали. Здесь у нас получается лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Начинаем с лицевой. И в конце кромочную в лицевом ряду я провязываю лицевой петлей. Это получается у нас уже, если с наборным рядом считать, это уже третий ряд. Вот здесь, в самом в месте, где у нас больше всего рядов будет. И таким вот образом добираем, вяжем все петли, добираем еще 5, разворачиваемся, провязываем ряд и опять последние 5 добираем и уже дальше вяжем туда-обратно поворотным вязанием, делая прибавки для горловины переда. Так, подхватили уже все петли по плечу и вяжем следующий ряд, и в этом же ряду делаем первую прибавку по горловине переда. Если отсчитывать от вот в этом месте, где у нас был самый первый ряд, получается это 7-й будет ряд. В 7-м ряду мы делаем первую прибавку. Вяжем, не довязывая, получается 3 петли до конца. И будем делать прибавку. Точно такую же, как мы делали вот тут вот для закругления пройм. Из протяжки. Вот у нас 3 петли. Кромочная, изнаночная, лицевая. И справа от лицевой мы берем протяжку. Закидываем на спицу и делаем скрещенную лицевую петлю. Таким образом. Довязываем ряд до конца. Вот такая вот первая прибавка. Далее вяжем изнаночный ряд и будем делать прибавки в каждом лицевом ряду. Именно по правой полочке у нас будет в каждом лицевом ряду прибавка. Всего нужно сделать 18 прибавок. Но здесь будет у нас рисунок резинки 1 на 1, поэтому один раз мы делаем лицевую скрещенную, один раз делаем изнаночную скрещенную, чтобы эти петли шли в рисунок резинки 1 на 1. То есть первая у нас будет лицевая, вторая будет изнаночная. И таким образом чередуем разные прибавки. Тоже нужно будет из протяжки сделать скрещенную изнаночную. Я покажу. И делаем вторую прибавку. Тоже у нас 3 петли остается на спице. Вытягиваем протяжку вот таким вот образом. И вяжем изнаночную скрещенную петлю. Вот так. И вот так вот будут у нас расходиться эти дорожки. Вяжем правую полочку. Всего нужно сделать 18 прибавок. У нас уже есть 2. И также не забываем, что когда отвяжем 18 рядов вот от плечевого шва с самого края, то должно быть 18 рядов, и мы переходим
на наши горизонтальные дорожки. То есть 3 ряда мы вяжем все лицевые. И после переходим опять на резинку 1 на 1. Итак, в процессе наша правая полочка. И здесь уже от края отвязано 18 рядов. Но нитка выходит у нас на эту сторону. И сейчас должен быть изнаночный ряд. Поэтому мы вяжем 3 ряда не лицевыми петлями, как вязали по спинке, а 3 ряда все изнаночные, чтобы получился точно такой же рисунок у нас. Поэтому здесь у нас 18 рядов отвязано резинки 1 на 1, именно по самому краю, вот где вот последние 5 петель мы добирали. Поэтому сейчас вяжем 3 ряда все изнаночные, и в одном из, получается, во втором мы тоже делаем прибавку. Но она у нас получится тоже изнаночной петлей, как в принципе и должна быть. Вяжем 3 ряда все изнаночные, и дальше продолжаем резинку 1 на 1 и наши прибавки. Итак, готова правая полочка. После последней прибавки 18 провязали еще изнаночный ряд и нитку вывели сюда и обрезали. От этого места получается 18 рядов резинки 1 на 1, потом 3 ряда мы вязали все изнаночные и еще 16 рядов резинки 1 на 1. И приступаем теперь к левой полочке. Ее будем вязать зеркально. То есть если здесь мы набирали лицевой ряд первый, то здесь нужно будет первый ряд набрать изнаночный. Берем вот так с изнанки спинку и находим наши нужные петли, 5 вот таких вот косичек. 1, 2, 3, 4, 5. И набираем нашу первую пятерку петель. Только здесь нужно будет это один раз наберем с изнаночной стороны. То есть получается с этой стороны вот так вставляем спицу или крючок, чем вам удобнее поднимать. И поднимаем вот так вот на лицевую сторону петли. Так, готовы наши первые 5 петель. И дальше мы уже будем добавлять по 5 петель уже по лицу. Здесь получается первый ряд у нас по изнанке, а там был по лицу. Так как это вторая полочка, она должна быть зеркально, и чтобы ряды у нас совпадали. Вяжем по рисунку. Здесь у нас по рисунку получается после кромочной идет первая изнаночная. И дальше уже добираем, как мы добирали по той полочке, только здесь с лица. То есть отсюда вот так вот вставляем спицу и добираем по 5 петель. Получается еще 3 раза. И далее все точно так же. Первая прибавка будет в 7 ряду, только здесь получается это будет по изнанке. Так как у нас был первый ряд по изнанке, значит и 7 ряд тоже будет изнаночный. Главное, чтобы отступить 3 петли, и из протяжки будем делать прибавку. Если была первая прибавка у нас в этой полочке лицевая петля скрещенная, то здесь будет первая изнаночная. Не довязывая 3 петли, из протяжки нужно будет сделать первую изнаночную скрещенную. И дальше еще 17 прибавок в каждом изнаночном ряду. Это для того, чтобы было все симметрично. То есть здесь мы делали в лицевом ряду прибавку, здесь будут прибавки в каждом изнаночном ряду. И дальше, когда уже все прибавки довяжем, и такое же количество рядов будет, мы тогда объединим 2 полочки.
И также здесь вот эти вот, которые мы вязали, все изнаночные по правой полочке, 3 ряда, которые разделяют вот эти два участка. В левой полочке это будут 3 ряда, которые нужно будет вязать все лицевые петли. 3 ряда, все лицевые, так как у нас тут все зеркально. Готовы наши 2 полочки с прибавками. Вот как выглядят прибавки. Напомню, что в левой полочке мы делали прибавки в каждом изнаночном ряду, начиная с 7 ряда. И теперь каждой полочке у нас по 38 петель. Так как у нас были прибавки по 18 раз, мы прибавляли. А чтобы у нас получилась такая же ширина горловины, как по спинке, то нужно еще добавить вот здесь посерединке петли. 18 плюс 18 получается 36. Горловина у нас была 57 петель, значит нужно добавить еще 21 петлю. Поэтому начинаем вязать вот этот ряд. У нас получается с левой полочки. Вяжем ряд изнаночный и добираем 21 петлю. И дальше уже соединяем с правой полочкой. Вяжем все петли полочки по рисунку. Также в сантиметрах вот этот участок от крайней точки плеча у нас приблизительно 12 сантиметров. И вяжем, получается, это уже от шва, если вместе с наборным рядом, это 38 ряд. И он будет объединяющий. Вяжем все петли, резинки 1 на 1. И дальше будем добирать. Провязали все петли полочки левой. Тут уже мы не делаем прибавку в этом ряду. И как же мы будем добирать петли? Доберем просто, сделав воздушные петли. Вот такие вот. Одеваем на спицу такую петельку и затягиваем. И так делаем 21 раз. Добрали 21 петлю и соединяем со второй полочкой. Смотрите, чтобы не было перекручено. И провязываем по рисунку. У нас тут получается кромочная должна быть изнаночной петлей. И дальше уже по рисунку резинки 1 на 1. Получается наша горловина. Это изнаночный ряд, получается 38 ряд. Если считать именно вот этот участок резинки 1 на 1, то это 17 ряд. А нам нужно 20 рядов, то есть на 4 ряда меньше, чем по спинке. Получается, что спинка у нас будет по пройме чуть-чуть длиннее, чем пройма переда. Поэтому здесь мы вяжем 20 рядов, а не 24. И дальше уже по рисунку мы вяжем 5 рядов, все петли изнаночные. И дальше переходим на вот этот лицевую гладь с ажурными дорожками. Точно так же в 5 ряду этого узора мы начинаем делать прибавки для проймы. Всего по 12 раз в каждом втором ряду. И делаем вот эти вот ажурные дорожки. Получается с интервалом здесь 8 рядов, здесь 14 рядов. И каждая эта ажурная дорожка по 2 ряда занимает. И когда уже довяжем все прибавки по 12 раз с каждой стороны, тогда уже объединим перед и спинку с помощью подрезов. Итак, готов перед до подрезов.
Здесь точно так же мы вязали, как и по спинке, вот этот узор лицевой гладью с ажурными дорожками. Только то, что у нас тут разница по пройме, пройма по переду на приблизительно 1 сантиметр меньше, чем пройма по спинке. И на этом этапе уже можно соединять вперед и спинку. Для этого нужно провязать, получается, вот этот ряд. Это уже третий ряд лицевой глади от вот этой ажурной дорожки. Весь ряд провязываем по переду. Дальше делаем подрез и вяжем петли спинки. И уже будем вязать по кругу нашу футболку. Вяжем все петли переда. Сантиметром вот этот участок у нас от горловины переда получился приблизительно 10 сантиметров. Вяжем все петли переда и делаем подрез. Провязали все петли переда и делаем подрез. Подрез будет небольшой, 5 петель. И набирать мы его будем точно так же, как мы добирали центр горловины переда. Вот таким вот способом. И закручиваем такие вот воздушные петельки 5 раз. И теперь можно приступать к спинке. И продолжаем вязать уже спинку. Такой вот небольшой подрез. Вяжем петли спинки, делаем второй подрез. И уже дальше вяжем по кругу. Можно также сделать центральную петлю изнаночной, чтобы сделать имитацию шва. Так как у нас будут вот такие вот ажурные дорожки еще, чтобы было удобно вязать и отсчитывать петли. Вяжем петли спинки и соединяем вязание в круг. И когда уже будем вязать по кругу, нам нужно будет еще 2 такие вот ажурные дорожки провязать. То есть 14 рядов лицевой глади, 2 ряда ажурная дорожка. И дальше опять 14 рядов и еще 1 ажурная дорожка. Получается 4 таких ажурных дорожки. И после последней ажурной дорожки еще 12 рядов лицевой глади. И дальше уже перейдем на резинку. Резинка будет 2 на 2. Вяжем по кругу. Далее будет уже попроще. А там дальше уже посмотрим, что у нас получается. Так, уже почти отвязано тело. Здесь нужно закрыть петли. Вот после последней ажурной дорожки отвязано 12 рядов лицевой глади. И далее переходим на спицы 2,5 и вяжем резинку 2 на 2. Вот как эти ажурные дорожки начинаются здесь от шва. Значит, это имитация шва, центральная петля подреза изнаночная, дальше 2 лицевые от нее и начинаем наш узор ажурной дорожки. 2 петли вместе, 2 накида, далее 3 петли вместе, 2 накида и повторяем. И получается с другой стороны точно так же заканчиваем симметрично. 2 петли вместе, 2 лицевые и изнаночная петля. Резинки 2 на 2 отвязано 42 ряда. Получается от подреза приблизительно 24 сантиметра всего. Резинка где-то 11 сантиметров. Для того, чтобы перейти на резинку 2 на 2, я здесь уже не продолжала имитацию шва, просто уже вязала по рисунку резинки 2 на 2. Здесь вот, например, у меня шов пошел в лицевые петли. Для того, чтобы совпали все петли, нужно, чтобы
число петель было кратно 4. И тогда будет четко все совпадать для резинки 2 на 2. Вот. Как будем закрывать петли по низу? У меня получается как укороченная футболка, здесь 24 сантиметра, но вы можете продлить, например, дальше вязать резинку 2 на 2, если так нужно. Как закрываем петли? Нужно, значит, переставить. Для начала мы ряд, получается, этот не будем провязывать, просто переставляем петли, как для резинки 1 на 1, чтобы связать 2 ряда полой резинки перед закрытием иглой. Давайте поставим маркер на петлю. Вот получается у нас правый вот этот шов, это у нас вперед, и правый шов. И вот это вот отсюда мы начинаем ряд. Получается, отслеживаем вот этот шов. И вот здесь у нас будет начало ряда. И переставляем петли. Значит, лицевую так переснимаем. А вот эти 2 петли меняем местами. Вот так. Дальше у нас по порядку идет изнаночная и лицевая, а эти 2, лицевую и изнаночную, меняем местами. Вот так. Такой один ряд у нас будет перестановочный, но как бы он не будет провязываться, это просто мы переставляем петли. Далее все по рисунку, изнаночная, лицевая, и опять меняем местами. И так до конца, а дальше уже со следующего ряда начнем вязать. Переставили все петли. И теперь вяжем 2 ряда полой резинки. Значит, первый ряд мы вяжем лицевые, провязываем, изнаночные переснимаем, нитка перед петлей. Далее лицевую провязываем, изнаночную снимаем. Лицевую провязываем, изнаночную снимаем. Вот так. Это первый ряд, вяжем весь. И далее второй ряд будем вязать наоборот. Готов первый ряд полой резинки. Вот получается последняя петля у нас изнаночная, мы ее сняли. И далее начинаем с лицевой. Второй ряд полой резинки. Лицевые мы снимаем, а изнаночные провязываем. Лицевую снимаем, нитка за петлей, и изнаночные провязываем. Еще раз, лицевую снимаем, изнаночную провязываем. Довязываем второй ряд полой резинки и будем приступать к сшиванию. Довязали второй ряд полой резинки и обрезали нитку. Нитку нужно взять чуть больше 3 длин всего вязания. Берем иголочку и будем зашивать наш край. Первая петля у нас лицевая. Мы ее вот таким вот образом прошиваем. Получается иголка на себя. Лицевая есть. Теперь нужно сшить 2 изнаночные. Одну изнаночную с правой спицы и вторую с левой. Для этого вставляем иголку в правую изнаночную вот таким вот образом. Получается тоже на себя. И чтобы петля была не перекрещенная. Снимаем ее со спицы. Нужно подтянуть ниточку. Сняли со спицы. И сшиваем ее с второй изнаночной. Вставляем иголку вот таким образом. Получается от себя. И сшиваем эти 2 петли вместе.
Вот так. Дальше сшиваем 2 лицевые. Возвращаемся к той лицевой, которую мы прошили первую. Вставляем иголку от себя в петлю, а вторую лицевую мы вставляем иголку на себя. Получается вот таким образом. Они должны быть друг к другу, прижиматься стеночками. Получается симметрично. Вот так. Сшиваем. Теперь нужно найти изнаночную, которую мы уже прошили один раз, и прошить ее второй раз. Вот она. И к ней в пару соседнюю изнаночную. Они тоже прижимаются друг к другу стеночками, только получается это они дальше. Передние стеночки у нас по краям, а те, которые прижимаются, они дальше. Тоже симметрично. Сшиваем. И опять лицевые. Далее мы чередуем, сшиваем лицевые, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. Вот таким вот образом лицевые петли сшиваем. И опять изнаночные. Если потеряли, где нужная петля, можно подтянуть вот эту нитку, которую мы шьем, и она сразу же нам покажет нужную петлю. Вот она. И сшиваем со следующей изнаночной. Возвращаемся к лицевым. Вот. Тоже можно подтянуть нитку, если потеряли. Вот эта ниточка и нужная нам петля. И лицевые сшиваем, как уже сшивали. Получается, эту петлю нам нужно развернуть. Вот так. Далее действия повторяются. Сшиваем лицевые и изнаночные. И в конце еще покажу, как сделать стык вот этот незаметным. И заканчиваем зашивать наш край. У нас осталось тут еще немножко петель. Сшиваем изнаночные. И лицевые. Вот последняя наша лицевая петля. Вот таким вот образом зашиваем. И тут у нас образуется такой стык. Мы просто продолжаем дальше зашивать, как мы уже зашивали. То есть сейчас на очереди изнаночные. Находим изнаночную петлю нужную и ее со следующей изнаночной сшиваем. Вот она, получается, ей в пару вот эта петля. Сшиваем и еще раз сшиваем лицевые. Одна, и получается вот в то же место зашиваем, что и с изнаночной. Вот так. И нитку можно спрятать. И вот такой вот у нас получился край. Приступаем к рукавам. Я один уже рукав вывязала. Вывязывается он из проймы. Тут повторяются узоры, такие как у нас в теле. И вяжется этот рукав без укороченных рядов, а такими недовязанными рядами. Здесь уже резинка 2 на 2 вяжется по кругу. А вот эти вот узоры вяжутся поворотным вязанием. Как мы будем вывязывать? Значит, берем спицы номер 3. Можно взять вот такие короткие, можно длинные. Все равно первые 56 рядов мы вяжем поворотным вязанием. Раскладываем вот так вот наше плечо. Вот этот участок у нас вот до вот этих дорожек, которые мы вязали платочной вязкой, это будет первый участок по прямой. Мы набираем отсюда петли. Получается, если разделить,
то 18 петель с одной стороны до шва и 18 петель с другой. Здесь приблизительно получается в 2 раза больше, чем вот этих вот у нас кромочных. То есть нужно набрать 18 петель до шва и после шва до вот этой дорожки тоже 18 петель. И дальше уже будем вязать, захватывая по одной кромочной в каждом ряду. То есть довязали ряд, захватили петлю из кромочной, вяжем сюда, с этой стороны кромочную, и так вот туда-обратно, пока не захватим все нужные нам кромочные. И вот такую вот схему я нарисовала. Значит, здесь мы набираем 36 петель и вяжем в каждом ряду, прибавляя по одной петле. Всего 22 ряда получается резинки 1 на 1. Далее 4 ряда платочной вязки, потом 6 рядов лицевой глади, 2 ряда ажурной дорожки, еще 14 рядов лицевой глади, вот этот большой участок. Далее опять 2 ряда ажурная дорожка, 6 рядов лицевой глади, и далее мы переходим в круговое вязание и вяжем 21 ряд резинки 2 на 2. Ну и заканчиваем, понятно, точно так же, как мы заканчивали по низу нашего изделия. То есть вяжем 2 ряда полой резинки и зашиваем иглой. И приступаем. Вот такая вот схема. Получается 56 рядов вяжем поворотным вязанием. И далее 21 ряд круговым. Берем нашу пройму. И берем нитку с запасом где-то полметра. Отмеряем. И вот так вот прикладываем. Получается, это у нас конец вот. А здесь вот у нас моток. Почему таким образом? Чтобы потом перетянуть спицы и вязать с этой стороны, чтобы не по изнанке набирать наши петли. Находим первую кромочную от вот этой вот нашей дорожки изнаночной. Здесь нужно внимательно посмотреть, чтобы это было именно кромочная. Вот. Вот наша кромочная. И набираем первую петлю. И далее, используя также и межкромочное пространство, вот между кромочными, получается, набираем из кромочной и межкромочной, кромочной и межкромочной, то есть чередуем, так, чтобы было в 2 раза больше петель, чем кромочных. Набираем, всего получается, должно получиться 36 петель. Давайте еще раз. Из кромочной, а также используя межкромочное пространство. Вот мы вытягиваем кромочную, и у нас такое вот место, 2 ниточки, между ними вставляем спицу и вытягиваем петлю. И с таким шагом набираем. Так, набрали 36 петель, перетягиваем вот так вот спицу и вяжем, получается, уже с этой стороны от мотка или от бобины. Этот ряд у нас не считается. Теперь у нас будет первый ряд, и вяжем его просто резинкой 1 на 1. Первую петлю мы снимаем как кромочную и вяжем лицевую, изнаночную. Вяжем первый ряд и здесь подберем кромочную. Провязали резинкой 1 на 1 первый ряд, и вот дошли мы до кромочной. Вот из этой кромочной у нас есть уже петля,
мы берем следующую и вытягиваем из нее петлю. Вот так. И так с каждой стороны будем добирать по петле из кромочной. Добрали петлю и разворачиваемся. Вяжем рисунком резинки 1 на 1. И так с каждого ряда, получается, добираем. Здесь получается или добираем в изнаночном ряду из кромочной. То есть получается надо заводить спицу с этой стороны. Или же, когда начнем ряд лицевой, тогда можно тоже добрать первую петлю из кромочной, чтобы было удобней. Давайте я покажу. Провяжем еще этот изнаночный ряд. Добрали мы эту петлю и ее теперь снимаем как кромочную. И вяжем второй ряд. Далее и изнаночный ряд тоже. Вот у нас последняя петля была лицевой. Можно добрать из кромочной. Получается, у нас вот эта кромочная задействована. Мы берем следующую. И вот таким вот образом вытягиваем петлю. Можно так, а можно, начиная уже с лицевого ряда, вот, получается первую сделать петлю. Вот так. Так удобнее, можно так. И дальше уже вяжем резинкой 1 на 1. Вот получается такой вот рукавчик у нас. Захватываем каждый раз по одной кромочной. И получается, что кромочная у нас соответствует 2 рядам. То есть почти точно так же, как у нас здесь полотно. Здесь можно совмещать узор при желании. То есть можно не такое количество рядов использовать, как у меня, а если у вас, например, по-другому. Но я здесь не сильно старалась. У меня здесь, в принципе, немножко смещение есть, а по спинке так вообще, потому что здесь у нас на 4 ряда больше отвязано. Получается, здесь не совпадает. Ну, по переду чуть-чуть, может, совпадает. И вот, и вяжем. Итак, провязали мы наше поворотное вязание, делая прибавки в каждом ряду с помощью кромочных. Вот как это получается. И вот что у нас еще осталось. Значит, это у нас подрез. И тут еще буквально 2 петли. С одной стороны 2 кромочные, потому что у нас по спинке на 4 ряда у нас длиннее спинка, чем пройма по спинке, чем пройма по переду. Здесь мы захватим еще раз, последний раз, одну петлю, когда будем вязать сейчас ряд лицевой. И дальше уже будут все лицевые. Также нужно перейти на спицы 2,5, так как мы сейчас уже будем вязать резинку 2 на 2. Какие мы тут петли будем захватывать? Значит, вот эти 2 петли, как будто бы из шва. То есть мы просто берем вот эти вот, как будто бы изнаночные 2 петли и сделаем из них 2 изнаночные. Дальше у нас 2 лицевые будут. То есть вот берем вот эти вот косички, дорожки, как будто бы мы вязали снизу вверх. И вот берем вот эти вот петельки и из них поднимаем петли. Но у нас вот тут получается вязание, поэтому нам нужно только одну петлю захватить. И мы, получается, захватываем, получается, вот изнаночные наши будущие места для петель 1, 2 и вот лицевые. Вот одна лицевая и вот вторая. И вот отсюда мы и вытягиваем. В другом рукаве получается зеркально. Здесь нужно будет еще 2 петли вот до этого места. И поднимаем
получается, последний раз вот таким образом поднимаем. Дальше уже все по кругу будем вязать. Так, получается, это у нас должна быть лицевая. И дальше вяжем, получается, изнаночными. 2 изнаночные и 2 лицевые. И вяжем резинку 2 на 2. Если где-то что-то не совпадает, для узора резинки 2 на 2 можно просто вытянуть больше петель здесь или меньше, чтобы совпало. И вяжем так все петли и встретимся здесь. И вот мы дошли до подреза, и у меня тут одна лицевая. Значит, я добираю еще, получается, 3 петли нужно добрать, чтобы совпал рисунок резинки 2 на 2. То есть я добираю еще одну лицевую, далее 2 изнаночные будут, ну, я их вытягиваю как лицевые, но потом они будут изнаночными. Теперь из подреза вытягиваем 2 будущие лицевые, 1 и 2. И вот у нас остается еще 3 петли. Получается, вот из шва мы вытягиваем будущие 2 изнаночные. И остается 1 петля, будущая лицевая. Далее еще 1 лицевая, и вот у нас уже совпал узор. 2 изнаночные пошли. И вот так вот добрали из подреза и вот тут вот немножко из кромочных. И далее вяжем просто по кругу резинкой 2 на 2. Всего 21 ряд, то есть 1 ряд мы уже провязали и еще 20. Далее 2 ряда полой резинки и закрытие иглой. Я также забыла здесь рассказать про ажурные дорожки, которые мы вязали в теле по кругу. Так как в поворотном вязании мы вяжем 1 ряд с накидами, и в изнаночном ряду мы вяжем, получается, изнаночную скрещенную одну, то есть первую мы вяжем из накида изнаночную и вторую изнаночную скрещенную. То есть здесь мы вяжем, получается, в лицевом ряду первую лицевую скрещенную и вторую просто лицевую. Вставлю короткое видео, как это делается, чтобы вы не запутались. Этот момент я упустила. Вот здесь, получается, нужно будет провязать таких по кругу, таких 2 ажурных дорожки. Довязываем рукав, и останется только горловина. Довязали рукава и приступаем к горловине. Берем спицы 2,5 и находим левый плечевой шов. Слева от него начнем наш набор. Значит, у нас есть такие участки, как кромочные, где мы делали прибавки. Далее ровный участок, где мы добирали воздушные петли для горловины переда. 21 петлю мы тут добирали. Далее еще один такой участок с кромочными и горловина по спинке. Тут у нас вот такая вот косичка, которую мы набирали крючком. Значит, тут, где кромочные, нужно с шагом из каждых 2 кромочных поднять 3 петли в этом участке и, соответственно, во втором таком же участке. Здесь в ровном участке, получается, из каждой воздушной петли по 1 петле мы добираем, то есть должно получиться столько же, как и тут, 21 петля. И здесь у нас по спинке должно получиться 57 петель. Из каждой вот такой вот косички будем поднимать по 1 петле. Значит, начинаем мы с кромочных слева от левого плечевого шва. Находим первую кромочную. Вот она. И
И поднимаем петли. Вытягиваем первую петлю. Далее, так как у нас из двух кромочных должно быть 3 петли, мы находим место между кромочными. Вот такое вот место. 2 таких ниточки вертикальных. Между ними вставляем спицу и вытягиваем вторую петлю. И далее опять кромочная. Получается, из двух кромочных у нас 3 петли. Далее точно так же находим следующую кромочную, из нее вытягиваем петлю. Далее находим место между кромочными, вот так вот подтягиваем. И отсюда вытягиваем вторую петлю из этой тройки. И получается кромочная. И вот такие вот у нас будут тройки. Из каждых двух кромочных 3 петли. Поднимаем так в этом участке, где у нас были прибавки. И дальше из воздушных петель, получается, вот находим вот такие вот места, где по 2 ниточки, чтобы у нас вот такая вот была косичка. И из каждого такого места мы поднимаем по 1 петле. Далее тут опять из каждых двух кромочных 3 петли. И заканчиваем мы спинкой. Тут уже будет все просто. Тут у нас эти места видно, откуда нужно вытягивать петли. И вяжем резинкой 2 на 2. Можно отделить первый ряд, например, провязать первый наборный, далее второй можно провязать все петли изнаночные, чтобы отделить резинку от тела, и далее уже вязать резинкой 2 на 2. Если что-то где-то будет не совпадать, для того чтобы совпал рисунок резинки 2 на 2, можно сделать убавки или прибавки. Ну, соответственно, вяжем резинку 15 рядов, ну или сколько вам хочется. И далее закрываем точно так же, как мы закрывали по низу и по рукавам. Один ряд мы просто переставляем петли для резинки 1 на 1. И дальше вяжем 2 ряда полой резинки и закрываем иглой. Я думаю, что тут все понятно. Заканчиваем нашу горловину. Готова футболка. Тут 15 рядов резинки 2 на 2 по горловине, 2 ряда полой резинки и закрытие иглой, так же как и по рукавам и по низу. Стирала я вручную, так как тут шелк, но на удивление во время стирки футболка не растянулась. Наверное, потому что это шнурочек, он более стабильный и даже может после стирки подсесть. Ощущение, когда надеваешь такую футболку, поначалу как будто терочка, это из-за льна, но спустя 5 минут полотно становится мягким и очень приятно холодит кожу. Надеюсь, у вас все получится. Я постараюсь поставить удобные тайм-коды. Пишите, если что непонятно, я с радостью отвечу. А мы с вами увидимся в следующих видео. Всем пока-пока!